Здравствуйте! В этом видео покажу, как перенести Windows на SSD-диск со всеми программами и настройками. Рассмотрим на примере старого ноутбука с BIOS. Мы пройдем 5 шагов. Первое. Проверим соответствие размеров вашего диска, чтобы купить правильный SSD. Второе. Скачаем бесплатно и установим программу для переноса Windows или клонирования диска. Третье. Подключим SSD к ноутбуку или ПК. Скопируем Windows на SSD-диск. И пятое. Поменяем диски местами, то есть ставим новый SSD на место старого диска. И в конце наслаждаемся результатом, проведем небольшой тест, посмотрим наглядно, с какой скоростью работал старый жесткий диск и как теперь будет работать новый быстрый SSD. Готовы? Приступаем! Для работы с дисками в Windows есть специальный инструмент. В Windows 8 и Windows 10 его можно открыть очень просто, нажав на кнопке пуск правую клавишу и выбрав управление дисками. Есть более универсальный способ, который работает одинаково во всех версиях Windows. Для того, чтобы им воспользоваться, достаточно запустить диалог «Выполнить». Для этого нужно одновременно нажать клавишу Windows и клавишу с английской буквой R. Я нажимаю. И ввести вот такую команду. У меня она уже введена. Диск mgmt.msc. Просто вводите эту команду и нажимаете на кнопку ОК или на клавишу Enter на клавиатуре. Перед нами открылось окно управления дисками. Здесь мы можем видеть, что на этом ноутбуке у меня установлен один жесткий диск. Вот он. Его размер 465 гигабайт. И он разбит на 3 раздела. Это раздел зарезервированной системой, системный раздел диск C, а также раздел для файлов, который я назвал «Мои файлы». Сейчас нам нужно определить минимальный необходимый объем SSD диска, чтобы на него можно было перенести этот диск. Упрощенно это можно сделать, определив, сколько всего места занято на жестком диске. В этом окне это удобнее делать через свойства. Для этого просто на каждом разделе нажимаем правую клавишу и выбираем пункт свойства. И мы здесь видим, что занято на этом разделе 400 мегабайт. Не путайте мегабайты и гигабайты. То есть это будет у нас примерно 0,4 гигабайта. Запоминаем или записываем эту цифру, нажимаем ОК. Далее правая клавиша на системном разделе «Свойства». Здесь у меня занято всего лишь 26,6 гигабайта. То есть, если сюда добавить 0,4 гигабайта предыдущего раздела, то получается всего 27 гигабайт. Закрываю это окно. И последний раздел «Мои файлы», правая клавиша «Свойства». Здесь у меня занято всего лишь 133 мегабайта. Ну, этим размером можно пренебречь. Закрываем это окошечко. Получается, что у меня занято на жестком диске всего лишь 27 гигабайт. Я могу купить себе SSD достаточно маленького размера, и на него можно будет успешно перенести вот этот диск. Скорее всего, у вас ситуация будет совсем иная, то есть у вас будет гораздо больше места занято. Вам нужно будет максимально освободить место на рабочем столе вашего компьютера, а также в библиотеках, вот в этих загрузки, изображения, документы, видео, музыка. То есть если у вас там хранятся файлы и папки ваши собственные, которые вы создавали, то лучше перенести их куда-то на внешний носитель, например, на флешке или на внешний жесткий диск. Кроме того, если вы создавали папки на диске C, вот, например, у меня здесь есть резервные копии драйверов, то вот эти папки можно тоже перенести на внешний носитель, для того, чтобы таким образом освободить место на диске C. Если у вас есть второй раздел на вашем жестком диске, как и у меня, то есть я еще раз открою управление дисками. Если вот на этом жестком диске у вас есть вот такой же раздел, как у меня, который предназначен для собственных файлов, то в принципе, чтобы уменьшить размер занимаемый на диске, вы можете полностью освободить этот раздел, перенеся эти файлы на внешние носители. Для того, чтобы определить SSD, какого размера вы можете себе купить, вы можете себе позволить, то есть с точки зрения цены и сколько денег вы хотите на это потратить, у меня есть достаточно подробная инструкция. Я добавил ссылку на эту инструкцию в описании этого видео. Вот ниже здесь под видео, которое вы сейчас смотрите, есть вот такая ссылка, текстовая инструкция, какой SSD выбрать для ноутбука и ПК.
Просто нажимаете на эту ссылку, и здесь у вас откроется вот такой текст, в котором довольно подробно описано вплоть до стоимости SSD-дисков и SSD какого объема я рекомендую вам выбрать для первого опыта переноса с обычного жесткого диска на SSD. Обязательно посмотрите этот текст, там вы найдете подробную информацию, вплоть до того, что сказать в магазине, когда вы придете покупать в него SSD-диск. Итак, я определил для себя, что для моих целей будет достаточно SSD-диска объемом 120 гигабайт. И после этого я могу идти в магазин и покупать нужный диск. Итак, я купил SSD, который выбрал на предыдущем этапе. Теперь давайте скачаем бесплатно и установим программу для переноса Windows, а точнее для клонирования диска. Мы будем использовать программу, которая позволит нам перенести Windows с диска большего размера на SSD-диск меньшего размера. Итак, для того, чтобы скачать программу, снова опускаемся под это видео, которое вы сейчас смотрите. Здесь есть вот такая ссылка. Чтобы перенести Windows, скачайте программу для клонирования диска бесплатно. Нажимаем на эту ссылку. Открывается страница загрузки программ Aumei. Здесь нас интересует именно вот эта программа, которая называется Aumei Backuper. Номер версии у вас может отличаться. Вы будете смотреть это видео позже, чем я его записываю. Но это роли не играет, то есть скачивайте ту версию, которая будет у вас в тот момент. Итак, нам нужна вот эта программа Aumei Backuper Standard Freeware, то есть это бесплатная программа. Здесь сайт на английском языке, но это не помешает нам скачать программу. Для того, чтобы скачать программу, просто нажимаем вот на эту зеленую кнопку. Разработчики говорят нам о том, что у них есть бесплатная поддержка для этой версии программы. Для того, чтобы получить ее, нам нужно ввести электронную почту. Я ввожу свою почту. Я ввел свой электронный адрес и просто нажимаю на кнопку Download Now, то есть скачать сейчас. Я открыл этот сайт в браузере Edge, поэтому у меня появилась вот такая панель внизу для загрузки. Я просто нажимаю на кнопку «Сохранить». И теперь нужно дождаться, пока программа скачается. Готово, программа загрузилась. Можно свернуть это окно и открываем папку загрузки. Вот здесь мы видим тот файл, который я только что скачал, Backuper Full. Для того, чтобы запустить установку, просто дважды кликаем по нему. В этом окне нажимаем кнопку «Да». Я закрою это окно, чтобы оно нам не мешало. Здесь нам предлагают выбрать язык. Программа это есть только вот на таких языках. Среди них есть английский, русского здесь нет. Но вы сейчас убедитесь, что работа с программой настолько проста, что русский язык нам и не понадобится. То есть оставляем просто английский, нажимаем ОК. Здесь нам предлагают купить Pro-версию за деньги. Но для наших целей вполне достаточно бесплатной версии, поэтому просто нажимаем кнопку Skip, то есть пропустить. И в этом окне просто нажимаем Install Now, то есть установить сейчас. Происходит установка программы. Готова, программа установлена. Как обычно, после установки программы нам открывают страницу на официальном сайте, то есть они нам предлагают здесь купить платную версию, но мы пока это все закроем, так как нам будет достаточно бесплатной версии. Я пока закрою это окно, то есть не буду запускать программу, закрою это окно. И теперь мы готовы к тому, чтобы перейти непосредственно к клонированию диска, то есть к переносу Windows на SSD-диск. Но, разумеется, для этого нужно этот SSD-диск подключить. Подключаем. Я купил вот такой SSD на 120 гигабайт. Подключить его к ноутбуку можно с помощью вот такого специального переходника или адаптера. Можно назвать его SATA USB. Этот адаптер универсальный, он подходит как для 2,5 дюймовых, так и для 5-дюймовых жестких дисков. Подключаем сначала диск, смотрим внимательно. На диске разъем состоит из двух частей, широкой и узкой. Вставляем соответственно в широкую и узкую прорезь. Подключить его неправильно невозможно, если не применять больших усилий. Очень легко вставляется, готово. Теперь подключаем к разъему USB на ноутбуке. После этого можно клонировать диск. Наверняка вы захотите использовать свой старый жесткий диск для хранения файлов, поэтому гораздо практичнее будет купить корпус для диска.
Например, вот такой. С помощью такого корпуса можно тоже склонировать диск. У него есть вот такой замочек. Крышка просто сдвигается. Теперь можно подключать SSD. Правило такое же. Узкая гребенка в узкую, широкая в широкую прорезь. Главное сильно не нажимать. Вставляется очень легко. Закрываем. Подключаем USB кабель, который продается в комплекте. Подключаем к компьютеру. Готово. Переходим к следующему шагу. Итак, диск подключен. Как видим, пока ничего не изменилось. Запускаем программу. Здесь нажимаем «Да». Перед нами открылось главное меню программы. Здесь нам необходим вот этот пункт, который называется «Клоун», то есть клонировать диск. В этом меню выбираем диск клоун, то есть первый вариант. Здесь мы видим два диска. Первый диск под номером 0, диск 0. Это тот самый диск, который мы рассматривали через утилиту управления дисками Windows. То есть мы этот диск клонируем. На этом этапе нам нужно выбрать именно его. То есть здесь написано source disk, то есть диск-источник. И для того, чтобы выбрать этот диск в качестве источника, просто кликаем по нему, он вот так вот позеленел. И мы можем нажимать на кнопочку Next. Нажимаю на нее. Здесь будьте внимательны. Здесь нужно выбрать Destination Disk, то есть диск места назначения, то есть то, куда мы будем клонировать этот диск. Это именно вот этот диск и есть, то есть который я только что подключил к этому компьютеру. Это SSD диск. Мы видим, что размер у него намного меньше, чем у диска, который мы клонируем. У диска, который сейчас установлен на компьютере, у него объем 465 гигабайт, а у этого диска всего лишь 111,79 гигабайт, то есть примерно 112. Тем не менее, данная программа позволит нам склонировать этот диск на диск такого объема. Главное, что вы должны понимать, что вот эти вот зеленые области не должны быть в сумме больше, чем объем этого диска. Они должны быть не просто не больше, они должны быть меньше хотя бы на 30%. Именно для этого в начале этого видео мы считали объем, занимаемый на всех разделах установленного диска. У меня это получилось всего 27 гигабайт. И таким образом 27 гигабайт мы без проблем склонируем вот на этот диск размером 112 гигабайт. Итак, я должен выбрать Destination диск. Для этого просто кликаю по этому диску, по SSD диску и нажимаю на кнопку Next. Здесь тоже будьте внимательны. В этом окне нужно обязательно выбрать вот этот вариант. Align Partition to Optimize for SSD. Это пункт, который выровняет разделы для оптимизации по объему SSD. То есть это именно то, о чем я говорил чуть раньше. Благодаря этой галочке, которую я только что поставил, вот здесь, да, программа сможет уменьшить размеры разделов исходного диска, чтобы они вошли на диск SSD меньшего размера. Вот эту галочку не ставьте, то есть нужно поставить только нижнюю галочку Align Partition to Optimize for SSD. Итак, мы готовы к тому, чтобы начать клонирование диска. Я просто нажимаю на кнопку Start Clone. Обязательно дождитесь окончания клонирования, ни в коем случае не прерывайте этот процесс. У меня этот процесс займет немного времени, потому что объем, занятый моими файлами, небольшой. У вас, скорее всего, это займет гораздо больше времени, то есть это может занять и час, и два, и более. Нужно обязательно дождаться окончания этого процесса и ни в коем случае не прерывать его. Как только у вас появится 100% в этом зеленом баре и сообщение The operation has been completed successfully, это значит, что диск успешно склонирован, и теперь пришло время установить наш клон, то есть SSD диск, на место старого диска. Здесь можно нажать на кнопочку Finish и закрыть программу. Ставим SSD на место старого диска. На моем ноутбуке для этого достаточно снять вот эту крышку.
Сначала отсоединяю аккумулятор. Отворачиваю винты, крепящие крышку. Здесь есть паз, за который можно потянуть и отщелкнуть защелки. Винчестер обычно закреплен на металлическом радиаторе. Откручиваем 4 винта. Легко отсоединяем диск. Теперь еще 4 винта, чтобы снять с радиатора. Достаю из корпуса наш клонированный SSD. Достаю старый диск. И на его место в том же положении вставляю SSD. Закручиваем винты. Очень легко вставляем SSD на место. Узкая гребенка в узкую, широкая в широкую прорезь. Сильно не давим. И 4 винта радиатора. Вставляем крышку на место в пазы и прищелкиваем защелки. И закручиваем винты крышки. Подключаем батарею. Готово. Что же, мы рассмотрели на конкретном примере перенос Windows 10 на SSD диск. Поверхностный результат вы видели. Система грузится почти в 3 раза быстрее. Если вы поработаете на своем не новом ноутбуке с SSD хотя бы неделю, то затащить вас обратно на обычный жесткий диск будет уже трудно. Не забудьте посмотреть ссылки на дополнительные видео и текстовую инструкцию по этой же теме. Они есть в описании этого видео. Если это видео было вам полезно, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями. Спасибо.
Если будете активно ставить лайки, тогда рассмотрим, как сделать то же самое на стационарном ПК. Там есть свои особенности. Подписывайтесь на мой канал прямо сейчас. Я благодарю вас за просмотры, лайки, комментарии. Отдельная благодарность тем, кто поддерживает мой канал. С вами был Евгений Юртаев. До встречи!